Сегодня поделюсь рецептом приготовления шоколадного бисквита. Шоколадный бисквит может использоваться для приготовления тортов, для приготовления пирожного картошка, всевозможных десертов. Приготовим. Для приготовления бисквита нам понадобится 6 яиц комнатной температуры, 240 грамм сахара. Мы его разделили сразу на 2 равных части по 120 грамм. 40 грамм какао-порошка, 100 грамм растительного масла, 100 грамм воды, 200 грамм муки, разрыхлитель и ванильный сахар. 6 яиц комнатной температуры мы миксером собьем до образования такой плотной пены. В процессе взбивания мы добавим 120 грамм сахарного песка и ванилина. Если ванильный сахар, то целый пакетик. Если ванилин, то где-то щепоточку такую приличную. И продолжаем взбивать. Так, ну вот до такой пены мы взбили наши яйца. Теперь мы будем варить в ковшике остальные все наши ингредиенты. В ковшик мы добавим 120 грамм сахарного песка, 100 миллилитров воды, 100 миллилитров растительного масла без запаха и 50 грамм какао-порошка. Теперь мы это все перемешаем и поставим до кипения. Все нагреваем на плите. Доводим до кипения всю нашу всю смесь нашу шоколадную. Как только закипит, выключим. Закипает хорошо. Вот закипело, и все, мы выключаем. Теперь мы добавляем нашу эту массу, которая у нас нагрелась на плите. Мы добавляем это все во взбитые яйца. Прошло 2-3 минуты после того, как мы добавили сюда нагретую нашу смесь с какао. Теперь мы на маленькой скорости добавим наше количество муки. Все количество добавляем. И разрыхлитель. Как только наша смесь минуту где-то вот так вот она размешается, все, наше тесто готово. Перед тем, как мы будем все перекладывать в нашу форму, предварительно включим духовку. Духовку включим на 180 градусов. И пока наша духовка нагревается, мы займемся формой. Чтобы не пригорело, у нас дно не пристало, мы на дно положим пергаментную бумагу. Перекладываем наше тесто. Форму мы не смазываем ни растительным маслом, ничем не смазываем, для того, чтобы у нас потом бока не осели при выпечке. Чтобы наши пузырики вышли, нужно даже вот так его поколотить. Все, ставим в духовку. Готовность можно проверить деревянной какой-нибудь спашкой или спичкой. Вот она должна быть полностью сухой. А это к нам пришел помощник, которому вчера было день рождения. Исполнилось 16 лет. Лемурчику. Он всегда самый главный дегустатор всех наших пирожных. Шоколадный бисквит у нас готов. Остывать он у нас будет на вот такой железной подставочке. И перед тем, как он остывать, мы его отделим от формы, еще не дожидаясь полного его остывания. И попробуем его освободить от крышки. Вот, она у нас очень легко освободилась.
А теперь мы перевернем. Горячо. Так, перевернуть нам его надо для остывания. Для того, чтобы у нас вот эта вот шапочка, которая получилась, она у нас стала тоже такой ровной. Это нам пригодится, если мы будем, например, потом выпекать торты наши. Вот так быстренько перевернули его. И теперь можно освободить от бумаги. Вот, какой замечательный, даже не подгорел нисколечки. 40 минут достаточно было. Но это тоже зависит от духовки. Все. Ну вот так вот мы его все теперь оставим. Корж у нас остыл. И теперь вот мы его давайте посмотрим, что у нас, какой результат получился. Вот, той стороной, которой мы переворачивали на решетку, он у нас стал такой ровненький. Вот эта вот поверхность вся такая выровнялась. Посмотрим, какой бисквит у нас получился. При диаметре формы 25 сантиметров в диаметре. Посмотрим, какой вот толщины он у нас получился. 5 сантиметров. Ну вот, исходя из этого, когда пекутся торты, смотрится, если нам нужна более такая толстая толщина бисквита, соответственно, надо брать более узкую форму. Ну и наоборот, если нам нужна толщина бисквита более низкая, тогда форму мы берем больше уже 25 сантиметров. Разрежем полученный бисквит на части. Для этого будем использовать нож, желательно, чтобы он был широкий. Сначала мы обозначим примерно там, где у нас будет место надреза. Ну вот, допустим, это вот будет середина. И вот такие надрезы мы будем наносить, поворачивая корж со всех сторон. Сделаем такой вот надрез. Будем использовать леску. Ну вот сегодня у меня вот такая леска нашла. Она самое главное, она должна быть очень прочной и тонкой. Вот такую леску я нашла. И теперь вставляем в наше место надреза, где она надрезалась. Заведем ее по всему нашему диаметру. Вот. И теперь в разные стороны разведем вот эти наши кончики. И резким движением мы вот так вот будем его все. Чем быстрее это все сделаете, тем быстрее он у вас разрежется. Ну и посмотрим, как у нас разрезался наш корж. Вот так. Попробуем сделать еще один корж, разрежем. Посмотрим, как он у нас получится. Если мы, вот, допустим, у нас здесь получилось, сейчас мы вот померяем, сколько сантиметров. Так, вот здесь вот он у нас получился 2,5 сантиметра. Ну вот где-то 2,5, ну вот где-то чуть побольше сантиметра у нас получится. Вот сейчас мы попробуем еще сделать два таких тонких коржика. Один мы откладываем. И опять мы делаем надрезы ножом с каждой стороны. Желательно как раз, чтобы это была та высота коржа, которая нам требуется. Вот тихонечко вот так вот ее поворачиваем. Какой плотный, хороший корж у нас получился внутри. Вот. Очень красиво. И так вот мы его по всему диаметру до места, где мы начали надрезать. Все, надрезали. Теперь берем опять нашу леску. Нашу леску берем. Так, ее аккуратненько вставляем между коржами. Проводим. Так, между коржами. И путем вот так вот пересечения. Так, что-то у меня чуть-чуть зацепляется. Вот. Все.
Посмотрим, как у нас разъединился наш корж. Он у нас тонкий, поэтому мы его возьмем аккуратненько, чтобы он у нас не сломался. Вот. Получилось два таких тоненьких коржа. Ну и в итоге разрезали даже на 3 части. Да? Ну вот. Готовьте с удовольствием, готовьте с любовью.